Короче, всем привет. Такая херня происходит. Ценники растут, поставщики все цены заряжают. И поинтересовался, позвонил сегодня в фонд поддержки малого и среднего бизнеса по Ярославской области. Ответила девочка, я говорю: слушайте, а существуют какие-то программы поддержки? Сейчас происходит не совсем хорошая ситуация. Весь бизнес замер в ожидании чего-то. Ну, что дальше произойдет, хер его знает. Все это отражается очень сильно на покупателе, на обычных людях. Звоню и говорю: есть какая-нибудь поддержка, есть какие-нибудь у вас программы? Да, есть, пожалуйста. Выдаем деньги. Я говорю: на каких условиях? Под процент. Я говорю: ну и как это называется? Она говорит: субсидия. Я говорю: поддержка заключается в том, что вы выдаете, грубо говоря, кредит как банки, да? Она говорит: ну да. Я говорю: а в чем смысл поддержки заключается? Ну, у нас низкая ставка процентная. Я говорю: сколько? Ровно в половину от ставки ЦБ. Я говорю: ни хера себе. То есть я, грубо говоря, беру у вас кредит. Она говорит: да, берете кредит, выплачиваете основной долг, проценты, все как обычно. Я говорю: слушайте, а где вы берете-то, финансируетесь сами? Я говорю: то есть с чего складываются ваши средства, которые вы выделяете? Она мне говорит, что из федерального и регионального бюджета формируется фонд, некая сумма, и мы ее выдаем, пожалуйста. Я говорю: стоп, а федеральный бюджет из чего формируется? Ведь я, как и любой гражданин, там, ИПшник, и любой вообще работающий, платит налоги. То есть я от своей деятельности плачу налоги, которые идут и в том числе в федеральный бюджет. Я заплатил налоги, эти деньги там осели. Я в трудную минуту пришел к вам, говорю: слушайте, помогите. Да, конечно, не вопрос. Берите деньги под проценты. Те деньги, которые я заплатил в виде налогов, я беру их обратно, но уже под проценты. Такой вот пиздец, товарищи. Всем доброго дня. Сейчас смотрю выступление Путина, прямую линию, да? Блин, и выступала наша Волгоградка, блядь. И знаете, что озвучила, какая у нас проблема в Волгограде самая охерительная? Это надо восстановить оставшиеся памятники на Мамаевом кургане. Родину мать восстановили, а вот на те вроде как деньги нету. Владимир Владимирович, вы, говорит, помогите. Блин, вообще она... Вот девушка, вы вот реально, вы пизданулись там, что ли? Сколько денег спиздили на этом Мамаевом кургане, блядь? У нас что, других проблем в регионе нету, блядь? Экзоскелеты делать, ну это да, ладно, но это можно, вон, скажи, помогите, есть, запатентуйте. У нас, блядь, заводы закрылись, сука, судостроительный, химпром, блядь. Народ бежит с Волгограда, а ты задаешь вопрос, блядь, нам отремонтировать памятник, блядь, чтоб чиновники пизданули еще денег, блядь. Как вас туда посылают, ёперный театр, блядь. Вообще, блядь, у меня слов, сука, нету, блядь. Закрыли алюминьку, ну вроде как чуть приоткрыли. У нас тут развалился этот канатный, блядь. Ты чё не подняла проблему, что люди бегут, блядь, с региона, сука, работы нету, блядь? Ты задаешь вопросы, блядь. Надо денег выделить, чтобы, блядь, чиновники спиздили. Давай, народ, кто с Волгограда, блядь, я не знаю, вот как вот они тут, как их туда посылают таких, нахер, блядь. Ой, девки, блядь. Добрый день, друзья. 1 февраля вышло интервью Григорьева Евгения Николаевича, кто не знает, это мэр Якутска, телеканала Якутия Лайв, и называлось оно «Борьба с бездомными животными». Вот я хотел бы спросить у мэра Якутска, Евгения Николаевича, правильно ли называется эта программа? Борьба? С кем вы боретесь? С бездомными животными? Может быть, надо бороться с бездомностью животных? Или, может, надо бороться с самим собой? Якутия не освоила 60 миллионов в 2020 году на программу ОСВВ, в этом запросила 127. Вы считаете нецелесообразным содержать животных до естественной смерти, и при этом вы говорите, что так считает большинство жителей России. Кто вас уполномочил говорить от лица жителей России?
Вы можете говорить от лица своего электората, который вас избрал мэром, в рамках своего региона. Но не говорите от лица всех россиян. Вы не знаете их точку зрения. Уважаемое правительство, скажите, пожалуйста, вы что хотите? Чтобы российский народ с лица земли стереть? Или чтобы Россия исчезла? Просто какие цены сейчас в магазинах, это вообще нереальные. Я получаю МРОД. Мне до пенсии по советским временам осталось 4 года. Но чтобы поменять работу в моем возрасте, чтобы получать там, допустим, как молодые получают, это нереально в нашем городе. Меня никто не возьмет на работу, говорят, ты старая уже. А пенсионный возраст прибавили? Прибавили. А вы для себя прибавили пенсионный возраст, чтобы вам подольше посидеть там, правительство? Давайте поменяемся с вами. Мы пойдем все в Думу спать, а вы будете работать на 12 тысяч и жить прекрасно. И отдыхать будете ездить. И будете работать и хорошо себя чувствовать. Неужто контролировать цены нельзя? Ведь это куда катимся, уму непостижимо. Следующее видео – стопроцентная инагентовщина. Поэтому, ура, патриоты, можете смело пропускать этот канал. А здоровые, адекватные люди, обязательно подпишитесь, если хотите узнавать, что на самом деле происходит в нашей удивительнейшей стране приколов. Немного о ситуации с коронавирусом. К сожалению, новая волна, ситуация обострилась, омикрон шагает по планете, и нашу скрепную страну он тоже не обошел. Однако нам сказали, сразу же заранее сказали, что и вакцина к новому штамму готова, привет господину Гинзбургу. Ну да ладно, но система здравоохранения готова отразить новый удар новой волны. И мы все поверили. И вот тут я лично сталкиваюсь вот с такой историей. Неделю назад моей теще диагностировали коронавирус, ПЦР-тест положительный, человека закрывают дома на карантин, человек лечится. На 5 дней прописали определенный вид антибиотика. Я сейчас не буду его произносить, чтобы не рекламировать или не заниматься антирекламой. Неважно. Ситуация после этого 5-дневного курса обострилась. Ну, потому что человек не смог побороть коронавирус сразу. Нужно помогать организму. Пытаемся вызвать врача. В воскресенье. Не вызывается. 40 минут звоним. Час, 2, 3, пофигу. Не вызывается. Там робот, с вами разговаривает просто робот. Автоматика. Если это нажмите это, если это нажмите это. После этого вроде как вы переключаетесь на оператора, но идет сброс. И так целый день. Да. Вы можете вызвать скорую в теории, но у человека не 39. У человека все, благо дело, хорошо по показателю кислорода. Да? В районе 95, ну кто в теме этих цифр, все нормально, то есть госпитализация не нужна, нужно просто, чтобы человек пришел и как минимум, внимание, сейчас важно, продлил эти антибиотики. Знаете почему? Потому что без рецепта их не продают. Мы пошли в магазины, в аптеке, в магазинах, и просили продать нам этот антибиотик, чтобы продлить курс. Потому как какой у нас был выход? Мы понимаем, что человек без них чувствует себя хуже. Да, и это не самолечение, потому что мы позвонили знакомому врачу, ну как минимум хотя бы на день, пока мы вызовем врача вот этого, который должен прийти, и врач, между прочим, ни при чем, мы к этому еще вернемся. Так вот, нам не продали, естественно, и молодцы, потому что это ответственность, потому что люди занимаются самолечением, и да, травятся тем, чем им нельзя лечиться, к чему у них противопоказания. Но у нас-то 100% противопоказаний не было, но у нас нет рецепта. Нам некому ему выписать, потому что воскресенье, потому что людей меньше работает, да и некому работать. Их очень мало, они не успевают, потому что статистика растет намного большими темпами, чем нам рассказывают официально, раз уж не хватает на всех. Вы понимаете, они не могут принять такое количество заявок. И вот так работает система здравоохранения. Вот так мы держим удар. Люди справляются как-то сами. Приходится звонить по знакомым, которые когда-то работали в красной зоне, или у кого знакомые знакомых работают в красной зоне, говорить симптомы, говорить о том, вот что нам делать, да, нам что-то советуют, но это опять же все на знакомствах, на связях, но не более того. Никакой системы нету. Ну, во всяком случае, в воскресенье никакой системы точно нету. Да, вас может увезти скорая и положить штабелями, просто вот в любой красной зоне, койко-мест подготовлено много, но если вдруг у вас легкая форма и вам надо на дом прийти к вам, то вряд ли это получится сразу. Ну, во всяком случае, это не исключение из правил, которое подтверждает работу этой системы, потому как вчера в соцсетях я прочитал несколько подобнейших сторис и постов, в Инстаграме конкретно. Люди сталкивались абсолютно с той же проблемой, просто никого нету. А если человек живет один, ему некому помочь, все, у него надежда только вот на то, что мы ошибочно называем государством и на государственную систему здравоохранения. Что ему делать, скажите, пожалуйста? Как ему бороться с этим? Я просто к чему так долго рассказываю?
Система – это то, что работает. А если она дает сбои, то значит она не работает. А кто стоит во главе этой всей системы? Всей, и здравоохранения в том числе. Может быть, это все уже давно не работает? Это просто мысли вслух. Я сразу же специально надел кепку, подаренную мне другом, чтобы вы все прекрасно понимали, что я говорю абсолютно, хотел сказать, антисоветские вещи. Ну, в принципе, мы к этому уже идем. Да, потому как, нельзя рассказывать, что что-то не работает. Это работает. Это я неправильно звонил на самом деле, да. С роботом неправильно разговаривал. Да и вообще, на самом-то деле, теща могла и не болеть, да? Чтобы у меня не было таких проблем именно у меня. У человека с критическим мышлением, как мне кажется. Выводы, как говорится, делайте сами. Но, по-моему, вывод один. По-моему, у нас работает все на словах по федеральным каналам. Нам пропагандисты рассказывают, что мы лучше всех ко всему готовы, вообще не важно к чему. А на самом деле, знаете, есть такая поговорка. Меньше слов, больше дела. У нас в стране пока наоборот. Мне кажется, что лучше России нигде не найти. Да. Посмотри в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в каких странах побывать успели вообще? Я не успела, я смотрю на много телевизора.